Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина раскритиковала отъем активов Российской Федерации. Так, в ходе сессии на Петербургском экономическом форуме у Набиуллиной спросили, как на инвесторах сказывается отсутствие уверенности в праве на судебную защиту. Это касается гарантий прав собственности, с учетом того, что, как мы теперь знаем, у нас исковая давность начинается не с того момента, когда событие произошло, а с того момента, когда об этом узнала прокуратура, и не просто когда она об этом узнала, а когда она с этим не согласилась, когда ей это не понравилось. Вот это имеет отношение к инвестиционному климату? На это глава Центробанка с осторожностью ответила. Состояние рынка капитала показывает, что он недостаточный для того, чтобы люди вкладывались в рынок капитала. Если мы хотим, чтобы инвестиции были только за счет бюджетных средств или кредитных долга, ну, может быть, он работает. Но для того, чтобы люди несли деньги в рынок капитала, они приносили на рынок капитала, они должны быть уверены, что если они купили добросовестно на бирже бумаги, их не заберут. Что если выпущены облигации, из-за уголовных дел по собственникам и эмитентам им не перестанут платить и так далее. Как сообщает агентство «Новости», это редкий случай осторожной критики со стороны высокопоставленных представителей власти, ускоряющейся национализации. В середине июня этого года арбитражный суд Московской области обратил в доход государства аэропорт Домодедово, национализировав группу из 25 компаний стоимостью 1 триллион рублей. Это является абсолютным рекордом с начала войны России против Украины. В исследовании «Новая Европа» сообщалось, что всего за 3 года прокуроры изъяли 411 компаний с активами более чем 2,5 триллиона рублей, в разы больше, чем передали олигархам на залоговых аукционах. Набиуллина уже критиковала национализацию. В марте прошлого года суд по иску прокуратуры изъял у 2000 миноритарных аукционеров Соликамского магниевого завода акции предприятия. Набиуллина говорила, что Банк России беспокоит такая ситуация.